Всем привет! Вот она, китайская форсированная бензопила. Видео о том, как она стала пилить, можно посмотреть у меня на канале. Значит, сегодня у нас видео пойдет о том же, как же нужно все правильно запиливать. То есть будет более подробная информация. Опять же, никому не советую этого делать. То есть это все на свой страх и риск. То есть это эксперимент у меня. И пока еще не совсем понятно, какой у пилы будет ресурс. Уменьшился ли он, либо остался как был. Вот. Но многие просили, поэтому поделюсь вот такими вот расчетами. Значит, это у меня записаны параметры двигателя в стоке. То есть сквиш 1,2 мм. Сквиш, напоминаю, это у нас, сейчас, секунду, это у нас расстояние от дна поршня до камеры сгорания. То есть вот это вот в стоке 1,2 мм расстояние. Так, следующее, это камера сгорания. Объем ее 4,4 мл. То есть это нужно было сделать для того, чтобы понять, какая степень сжатия. На стоке у меня степень сжатия 11,22 к 1. То есть это у нас попадает под 95-й бензин. Следующие фазы. Выпуск у меня был 160 градусов. Перепуск 115. Впуск 148. Теперь, значит, камера, кому интересно, в миллиметрах. На самом деле лучше все считать именно в градусах. Но вдруг там не получается, я даже покажу, сколько было у меня миллиметров. Значит, 23,5 миллиметра, это у меня было расстояние. Вот это вот. Вот это вот расстояние. Это у меня 23,5 миллиметра. То есть от края выпускного окна до камеры сгорания. 23,5 миллиметра. Это в стоке. Ну, а вот данные, которые у меня получились после доработки поршневой. Значит, сквиш я сделал 1 миллиметр. То есть убрал 0,2 миллиметра путем более тонкой прокладки. То есть я поставил на цилиндр более тонкую прокладку, за счет чего у меня цилиндр опустился ниже. И уменьшили мы тем самым сквиш. При этом у меня уменьшилась камера сгорания. То есть получилось 4,11. То есть уменьшили камеру на 0,29 миллилитров. То есть при таких параметрах мы получили уже степень сжатия 11,94. То есть было 11,22, получили 11,94. Можно было убрать 0,5 миллиметра, но при этом бы у нас была степень сжатия 13,85. Ну, для китайского движка это много, то есть я считаю оптимальным вот 11,94, 12. Потому что взрывы топлива, сильно большая нагрузка при такой степени сжатия, и как бы подшипники вряд ли выдержат. Да и вообще качество китайских деталей на самом деле для доработки не совсем подходит. Ладно, идем дальше. Фазы. Выпуск я сделал 175 градусов, то есть поднял на 15 градусов. Либо у меня получилось 2 миллиметра вверх. То есть 15 градусов это вот так вот. Ну, 2 миллиметра. Сейчас объясню, почему именно 2, а не больше. Так. Ну, где-то вот так, да. То есть вот 2 миллиметра. На самом деле остается не так много места здесь. То есть сильно ослаблять не нужно, чтобы не пропилить насквозь. Поэтому я сделал 175 градусов. Хотя 180, ну, наверное, еще немножко пришлось бы поднять. Ну, в общем, 180, я думаю, можно сделать тоже. Поэтому здесь тоже нужно быть очень внимательным, чтобы сильно вот эти вот места не ослабить. Иначе может отломаться от вибрации вот эта вот часть. Ну, либо просто пропилите насквозь. Так, я думаю, это понятно. Итак, следующее. Перепускные окна.
Изначально были 115 градусов, я сделал 130. То есть также плюс 15 градусов, либо 2 миллиметра. То есть, ну вот, да, я думаю, видно границу. Вот 2 миллиметра. Значит, здесь у нас не все так просто, так как стандартные окна у нас идут под углом 90 градусов. То есть топливная смесь у нас попадает прямо на дно поршня. И 2 миллиметра пропилить по всей вот этой вот плоскости не получается, так как здесь у нас на самом деле очень мало металла, и скорее всего мы пропилим дырку. Поэтому я пошел другим путем, и здесь я снял немножко, там около полумиллиметра, а здесь я снял 2 миллиметра, то есть под вот таким вот углом. И вот это вот окно, вот этот угол у меня получился где-то 120 градусов. То есть у меня теперь топливно-воздушная смесь попадает прямо в камеру, за счет чего, собственно, улучшилась продувка, наполнение, ну и немножко подняли мы таким образом мощность. Так, ну с этим, я думаю, понятно. То есть полностью пилить по 2 миллиметра не стоит, так как здесь пропилите дырку, то есть под углом. Здесь сняли полмиллиметра, здесь миллиметр и здесь уже 2 миллиметра. То есть под углом 120 градусов плюс-минус получается. Идем дальше. Значит, впуск в стоке у меня был 148 градусов. Я запилил до 160, то есть плюс 12 градусов или 1,7 миллиметра. Но здесь есть такой небольшой нюанс. Значит, выпуск мы пилим вверх, перепускные окна мы также пилим вверх, а вот впускное окно мы пилим вниз. То есть вот эта вот часть была увеличена вот вниз, да, на 1,7 миллиметра, либо 12 градусов. Теперь поговорим о другом таком моменте, это сечение, то есть ширина окна. Потому что мы окна пилим не только там вверх, но и в бок. Значит, выпускное окно я распилил в бок на 2 миллиметра, как в одну сторону, так и в другую. Перепускные окна в данном случае я не трогал, а вот впускное окно также было у меня распилено где-то 1,8-2 миллиметра тоже. То есть. Но здесь есть такой важный момент. Когда пилите окна по сторонам, нужно смотреть, чтобы вот эта вот бабышка не залетела в выпускное окно, ну, либо впускное. То есть нужно пилить таким образом, чтобы у вас где-то миллиметра 2 до вот этой вот бабышки оставалось. То есть вот так вот, да. Поэтому здесь также будьте внимательны. И теперь еще такой один момент. После всех запилов, да, запилили вы окно выпускное, впускное, перепускное. После запила нужно сделать следующее. У нас будут здесь острые края, и здесь нужно немножко снять фасочку. То есть вот как на стандартной поршневой, чтобы края не были острыми. То есть снимаете по всему окну здесь, здесь, здесь немножко. И все. После этого промываете цилиндр бензином, так как будет много стружки. И можно собирать пилу. И последнее, о чем я хотел поговорить, это о том, как же правильно замерить фазы. То есть как правильно и точно поставить метки, до какого момента нужно пилить. Значит, устанавливаете все на место. То есть изначально ставите тонкую прокладку, которая вам нужна под вашу степень сжатия. И от нее уже пляшете. Значит, фаза начинается у нас от момента открытия окна до его полного перекрытия. То есть вот это вот фаза. В стоке она у меня составила 160 градусов. Я, к примеру, хочу 180 градусов. Значит, что я делаю? Так как поршень у нас при одном обороте коленвала на 360 градусов, поршень у нас проходит 2 раза окно, поэтому 20 градусов делим на 2. У нас получается 10. То есть мы на транспортире проворачиваем коленвал на 10 градусов. Это и будет у нас как раз фаза плюс 20 градусов.
Теперь, как же поставить отметку? Я, значит, делал следующим способом. Так, сейчас найду. Я, значит, снял одно кольцо на грани выпускного окна, установил его, то есть до 160 градусов. На транспортире подвел поршень тоже 160 градусов. Вот так вот у меня получилось. И после этого докрутил коленвал на 10 градусов. Поршень у меня поднял кольцо. То есть, да, вот 180 градусов. Вот так вот. После этого я снял аккуратно цилиндр. И кольцо у меня осталось на том месте, где у меня как раз таки будет 180 градусов. После этого я поставил отметку. И, собственно, все. Можно запиливать цилиндр. Это по поводу выпускного окна. То же самое с перепускными окнами. А вот впускное окно немножко я пошел по другому пути. То есть я выставил 148 градусов. То есть, да, у меня поршень открыл окно, пошел вверх и перекрыл. Мне нужно было допилить окно на 12 градусов. На транспортире мне нужно провернуть было коленвал на 6 градусов. То есть я проворачиваю коленвал на 6 градусов. Ну, примерно вот так, да. Делаем отметку на поршне. После этого снимаю цилиндр, снимаю поршень. И потом уже вот так вот прикладываю. Ну, условно говоря, да, вот метки совпали. И делаю метку на цилиндре. Вот так вот. И все. Я понимаю, до какого момента мне нужно пилить. То есть вот так вот. Значит, по поводу мощности. Самую большую мощность мы как раз таки получаем путем изменения фаз. То есть поднимаем окна, увеличиваем сечение, степень сжатия. То есть самая большая мощность у нас происходит после доработки цилиндра. Также можно еще с зажиганием поиграться, то есть с опережением сместить на несколько градусов. Ну там 2-3 градуса. Что также нам немножко добавит мощности. Ну и попробовать там разные карбюраторы. Допустим, вместо стандартного карбюратора установить какой-либо фирменный с ускорительным насосом, что также немножко добавит приемистости данной бензопиле. Ну, вроде бы ничего не забыл, основные моменты все рассказал. Кому было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А у меня на этом все. Всем пока.